Друзья, всем доброе утро. Отвела детей в садик, готовлю себе завтрак. Как ваши дела? Пишите в комментариях. Пишите больше комментариев, задавайте вопросы, буду отвечать. И сегодня будем немножко, в общем, поболтаем сегодня. Я готовлю завтрак. Что я готовлю? Я готовлю, как всегда, болгарский перец нарезала кольцами, туда положила яйца, добавила вчерашние брокколи, то, что с ужина осталось, вот, отваренные брокколи. Ну, как-то вот такой вот завтрак у меня получается. Вот, что хотела рассказать. Недавно, в общем, я угостила соседей блинчиками, и вот что они мне в ответ занесли. Ну, еще был миндаль, я уже его съела. Вот такие вот орешки, ну, все знают, что это грецкий орех, но он такой немножко удлиненный, не похож как будто бы на наш, да? Как вам? Тоже так же кажется? Или это мне только так кажется, как будто бы немножко такой удлиненный и как будто формой другой? Ну, может быть, разновидность такая, как бы, ну, то есть, может быть, здесь он такой растет. Вот, так что вот такими орешками меня угостили, друзья. По поводу очков хотела сказать. Спасибо, что пишите комментарии. Ну, вот такие вот я взяла широкие. Почему? Потому что вот когда узкие одеваешь, маленькие, очень сильно, когда солнечно, в общем, попадает в глаза, и вот стараешься вроде как ты их одеть, эти маленькие очки, но они как будто бы не защищают. А вот эти вот большие, да, как бы тут они такие более грубые, но они зато полностью защищают от солнца, и этим как бы они мне и понравились. И я как бы и планировала такие, вот именно такой формы взять большой. Вот, но, как оказалось, у меня еще лежат давнишние, старинные, наверное, лет 5 им очки, и, как оказалось, по форме они наподобие. Вот, так что привычки старые, вот все, что нам нравится, все это все-таки в нас остается, запечатывается, и мы покупаем одинаковые вещи, как получается всегда. Дети, кстати, на День матери только сделали поделок, а я вам забыла и показать. В общем, это еще только часть я убрала. Сейчас еще покажу. Вот что еще мне они подарили. Ну, такие вот сердечки они каждый день приносят. В любви признаются. Вот, смотрите. Ики беним аннемсин. Ну, типа, ты моя мама самая хорошая. Вот такая поделка. Ну, как вот такими маленькими ручками, да, делают вот такой вот. Распечатали даже фотографию мою. Вот, сделали вот в такой рамочке. Она у меня здесь стояла, а потом муж говорит, как будто алтарь, говорит, стоит какой-то. Убирай, говорит, я убрала. Ну, действительно, по мне так вообще как будто бы, ну, не знаю, в память человека, который умер. Ну, как-то вот так вот все это было здесь оформлено. Ну, я как бы для детей уж, чтобы дети увидели, что для меня это многое значит. Я все это так расставила. И ну, сейчас я убрала, в общем, все это. Убрала. Так, вот такой вот еще подарочек. И вот такой подарочек, видите? Они еще все подписывают. Ну, вот, это Алмаз сделал. Это сделал Алмаз. Это сделала Азалия. Вот, это сделала Азалия. Это мне Алмаз вечно приносит. Это сделала, вот не помню. Так, вот вроде Алмаз сделала или Азалия сделала. Вот это точно Алмаз сделал. Вот это, смотрите. Ну вот. Так вот пусть стоит. В общем, так вот. Красота. Так, ну что, друзья, вот это вот мой завтрак. Обязательно еще в хлопьях перец чили острый. Я его очень люблю. Вот, покупаю я всегда вот в таких вот красных хлопьях, перьях, можно сказать. И приятного мне аппетита.
И, друзья, давайте вместе попьем кофе. Давно мы не пили кофе. И поболтаем немножко. Слышите, наверное, птички поют. Прям прекрасное сегодня утро. Впрочем, как и остальные дни. Каждое утро у нас вот так вот птицы поют. Я встаю в 6:30, муж пораньше. И когда вот умываюсь в ванной, у нас там окно открыто, и провожу процедуры всякие, и прям птицы поют еще больше, чем сейчас. С утра они просто, вот они прям как ненормальные щебечат с утра по утрам. И вот этот вот прям, ты прям просыпаешься под это, пока сонная там умываешься, вот это все слушаешь, и как вот релакс. То есть настроение само по себе поднимается. Бывает такое то, что, наверное, не только у меня, и у многих, что вот не с той ноги встал, говорят некоторые, а я хочу сказать, что, наверное, вот на ночь ты что-то не то покушала, и с утра у тебя немножко такое непонятное ощущение, неприятное, и это именно зависит напрямую от этого, то, что вы на ночь именно поели, легли спать, вот, и вот так вот с утра настроение поднимают птички, а потом детки, потому что детки — это тоже радость. И я начала даже задумываться, блин, они же растут. Вот вырастут, кто же мне настроение-то будет поднимать? Еще за одним сходить, что ли? Вот. Но это я шучу сейчас. Еще за одним сходить очень сложно удается, да? Потому что надо на ноги поставить, не только с ними посюсюкался, вырастил, но еще и на ноги надо поставить. Вот. А я еще сажусь прям у балкона. На балкон не выхожу, потому что тут у нас рядом дом, и мне как-то, ну, я, конечно, хотела вот с той стороны немножко как повесить что-то, чтобы можно было комфортно сидеть. Как бы мне, в принципе, никто не мешает, но бывает иногда вот сидишь там, что-то чай пьешь, человек выходит курить, и вот уже как будто вот, не знаю, ну, немножко мешает мне вот это присутствие, но у всех по-разному, а у меня именно так. И вот так вот сажусь здесь прям рядышком, двери открываю, у нас окна открыты, только вот сетка стоит. Прям вот этот вот аромат, лето, птички поют, наслаждаешься, короче. Каждое утро вот так вот наслаждаешься. Вот честно, вот этого вот, именно этого мне, конечно, не хватало. А здесь круглый год так. Так, что же я пью обычно с кофе? Покупаю обычно вот такие вот печеньки песочные, и они называются сютлю. Именно вот сютлю. Бывают они с апельсинами, с кокосами, бывают там разные-разные. И я покупаю всегда сютлю курабье. Они очень вкусные, особенно с кофе. Да, они очень, конечно, вредные, жирные, но иногда вот я покупаю в месяц разок. И вот эта вот пачечка, она прям улетает. Мне сейчас очень часто пишут зрители, что собираются сюда. Очень часто спрашивают, что же взять с собой, чего нету, чего там вот по поводу ребенка тоже спрашивали, что проблемно найти для ребенка. Вот честно уже не помню, потому что дети уже подросли, не помню вот для новорожденных, годовалых детей, что нужно вообще как бы. Я с собой привезла все, до миксера, даже гриль это привезли мы с собой. Вот, и я особо ничего не искала, ну, у меня и дети как бы были уже 3 года, и мы особо так прям не нуждались в питании, кушали они все подряд, поэтому как бы вот показала в магазинах, сколько что стоит, хотя бы этим помогла. А так я сама вот лично здесь не могу найти вот эти конфеты, допустим, птичье молоко в шоколаде, я очень обожаю, называется «Дивная птица», именно вот. Там белый лебедь нарисован вроде, я уже и забыла, как они выглядят. Что-то и не заказывала, никого и не просила, а так можно заказать, как бы, ну, то есть кто-то, если летит,
из коллег мужа, допустим, или там из друзей, из знакомых, из родственников даже. Можно попросить, чтобы привозили все, что вам нужно. Вот. Так вот эти птичье молоко в шоколаде, что-то я их не могу найти. Может быть, кто-то где-то нашел, пишите. Вот. Что еще? Колбасы, свинина уж. Мы свинину сами не едим. Вот. Ну, то есть в шашлыках иногда редко можем поесть. Но как-то вот у нас тоже не принято, мы татары. И все у нас как по мусульманским обычаям. То есть и как бы никах был, и имя давали с детства, да, мулла. То есть это как-то вот это все. Но все равно в жизни-то остается, и ну, не едим мы свинину, нам как бы она неинтересна вообще, в принципе. Ну а кто вот ест, как бы кто сюда собирается, они вот, ну как-то не знаю, может быть парочку можно взять с собой как-то в вакуумной упаковке, да, сохранить ее, может в морозилке. Вот, ну, есть магазинчики, в которых продают русские товары, можно там посмотреть. Семечки, черные семечки, которые мы привыкли, мелкие, если вы их любите, тоже берите с собой, их здесь нету. Кириешки, если вы любите есть кириешки, кириешек тут нет. Чипсы тоже как бы, если вдруг, допустим, там какую-то русскую картошку вы любите, тоже берите с собой. В общем, все, к чему привыкли. Все это, конечно, вредное. Обычно к чему мы привыкли, все это вредное. Обычно элементарные вещи, фрукты, овощи, мясо и здесь есть. Вот. Но мясо и не привезешь. Мясо, оно, конечно, здесь дорогое, но рыба, курица более-менее можно себе позволить. Говядина, да, не всегда, не часто. Фарш мы часто покупаем. И, в принципе, я все готовлю сама. Кухня многим здесь нравится, турецкая кухня, многим не нравится. Допустим, нам не нравится турецкая кухня. Ну, наверное, только в редких случаях, типа там Адана кебаб, типа того вот, может быть, Адана кебаб вроде называется. Вот такие вот, может быть, да, там что-то привычное. В общем, все всегда все привычное рулит. Все, к чему наше тело, наш язык даже привык, все мы обычно и потребляем, поэтому привычки можно, в принципе, менять. Это дело поправимое, просто нужно над собой работать. Вот, и что еще? Что еще можно привести? Ну, наверное, лекарства какие-то. Все-таки есть такое, то, что здесь не все лекарства есть. Вот, допустим, хондролитики. Я хондролитики покупала в России, а здесь вот заказала знакомым. Они привезли, большое спасибо им. И, допустим, вот Ним, да, Ним тут тоже я не нашла. Потом вот масло Ки пишите, может быть, тоже его стоит купить, заказать на Озоне там где-то. Здесь я его не нашла, не смотрела, в магазинах нет, похоже. На Трендиоле, конечно, можно еще посмотреть. Вот. А так все, в принципе, можете заказать там, по бытовым всяким на Трендиоле, указать правильный адрес, ввести свою карту, и все вам прямо к дому привезут, чтобы там первое время не ездить куда-то. И продукты даже можно привезти. И даже вот это все питание, то есть готовое питание тоже могут привезти. Вот, поэтому, в принципе, в этом нет проблем. Вот, замечаю, что очень много прибавляется здесь русских, русскоговорящих, точнее, потому что вот прям реально вот с Крыма, с Сочи даже, там, со всех, в общем, регионов приезжают. Прям каждый раз замечаешь новые лица. Много пенсионеров, возможно, они приезжают. Да даже, наверное, так оно и есть. Вот даже к соседям приезжают родители по очереди, гуляют там за ручку здесь, прям видно, им все нравится. С детьми гуляют, с внуками нянчатся. Вот. Сейчас особенно, наверное, то, что сезон, приезжают. Я
как бы далеко живу от моря, поэтому не могу сказать, что что-то происходит сейчас на пляже. Наверное, там вообще очень много народу. Вот, съездим обязательно вместе с вами, посмотрим. На этих выходных обязательно, наверное, искупаемся уже, потому что хочется уже искупаться прям конкретно. Вот. Погода до этого была такая, непонятная. Сейчас видно, что погода прям на улучшение. Все, как бы купальный сезон, наверное, уже можно потихоньку открывать. Хотя мы уже его открыли в конце марта, 31 марта мы искупались первый раз, потом еще купались, когда были в отеле. Вот, и в общем, вот как-то так. Хотела немножко с вами поболтать. Пишите, задавайте вопросы, буду вам отвечать. Будем вот так вот сидеть вместе, пить кофе. Буду с вами делиться, потому что сегодня такая вот мысль пришла, думаю. Я вот канал веду, постоянно цены да цены. Наверное, людям интересно вообще как, да, здесь люди живут, с чем сталкиваются. Это нам уже привычно все. И по поводу садика, если вопросы есть, пишите, я вам буду отвечать. Просто как-то вот мы-то привыкли, и кажется, что уже все как будто обыденное. Вам, наверное, интересно, задавайте вопросы, я буду вам отвечать. Вот, как-то так. Так что всем доброго утречка, друзья, пьем кофе, настроение поднимаем свое, не расстраиваемся ни по какому поводу. Всем, друзья, хорошего настроения. Друзья, кто боится таких жуков? Здесь таких очень много и часто можно встретить. Вот, прилетел к нам, пожалуйста. Я уже привыкла, раньше я вот так вот прям относилась к этому. И хочу сейчас приготовить вместе с вами быстренькое блюдо, быстрое. Что же я готовлю, когда у меня вообще времени нету? Бывает такое, вот так вот просыпаешься, сейчас время час. В 1:30 у меня старший сын уходит на работу, хотела сказать, в школу. Кстати, скоро и на работу начнет ходить, но это позже расскажу. В общем, мне нужно приготовить сейчас что-то. И в такие моменты я готовлю либо суп, либо сейчас будем делать гречку с курицей. Вот, для этого я сейчас принесу гречку. Вот, я предварительно ее замочила. Сейчас сливаю воду. Так же, как и с рисом, сливаем воду, то есть подержала в воде немного. Рис, так же, как к рису, гречке тоже необходимо много воды. Так, сейчас покажу, как я готовлю гречку, чтобы она была не совсем сухая, не совсем как каша. Так, что же я делаю? Ставлю сковородку. Первым делом готовлю именно гречку, потому что надо, чтобы она постояла. Так, обязательно оливковое, ну, либо растительное масло. Вот, так прям щедро. Сковородку я уже поставила на газ. Добавляю я сливочное масло, которое у меня уже постояло при комнатной температуре, то есть оно такое мягкое. Ну, пусть будет 2 столовые ложки. Можно 1 столовую ложку, если как бы вы считаете, что это много. Также примерно я готовлю и рис, друзья. Вот, сначала все это дело нагреваем. Так, смотрите, начала немножко даже вот издавать у нас тут такие звуки. Помешали, выкладываем гречку. Газ не уменьшаем, на такой вот самый сильный у меня стоит огонь, и всю гречку выкладываем. Как будто бы поджариваем немножко. Также я готовлю рис. Вот. Ну, и этому я научилась у турчанки, еще в Гази-Паше. Ну, у них реально вкусно получается очень. Не разваривается никогда и не сухо, так прям жирненько, конечно, но я не настолько как бы поджариваю, чтобы было прям вредно. Я немножко поджариваю, потом добавляю воды, друзья.
Воды добавляю тоже много, потому что когда мало добавляешь, он получается жесткий. Так, ну вот так вот примерно делаю. Ну и, конечно же, обязательно мы это дело нужно подперчить. Кстати, здесь вот в Салу-Пазары такие нашли красивые штуки для соли, для перца. Мне там нравится, кстати, немножко включу свет, чтобы видно было. Поперчили. Добавляем соли. У меня гималайская. И как-то прям привыкла я к ней. Мне прям нравится. Вкусно получается. В принципе, как обычная соль, но говорят, что она полезнее, поэтому почему бы нет. Надолго хватает, купили гималайскую соль. Вот, поджариваем. Нам бы, конечно, вообще в идеале кипяток воды, кипяченой воды, именно кипящей, да. Я уже, наверное, не успею поставить, но хотя бы тепленькой воды. Вообще в идеале кипяток, вот, который только-только прокипел, и залить этим. Кто не знает, у меня есть еще один канал «Простые рецепты», где я готовлю. Но там у меня обычно такие рецепты своеобразные, по-своеобразному я готовлю, когда мне нужно быстро приготовить. Почему я решила выложить на этот канал? Ну, потому что заодно, думаю, и вам покажу, будет полезно. На тот канал я выкладываю немного по-другому, можете посмотреть. То есть там без разговоров, как бы такой формат АСМР, то есть для души, релакс. Многие не любят смотреть рецепты, чтобы там много болтали. И вот как бы этот канал такой. Можете проходить по ссылке, я всегда все ссылки оставляю в описании. Еще есть там канал «Сильнейшая мотивация». Проходите, изучайте, кому интересно, кому подойдет. Кто как бы принимает такую информацию, почему бы и нет, поизучайте. Так, ну и примерно я уже вижу, что как бы маслица подуменьшается, и добавляем воды. Добавляем воды так, чтобы прям хорошенько покрыло, не только покрыло, но и немножко было с запасом где-то, вдвое больше, чем сама гречка. Могу еще вот так вот я помешать это дело. Вот так вот. Все. И прикрываем крышкой. Я думаю, что минут 15. И можно будет выключать, чтобы постояло без огня. Так, поставили рядом, значит, сковородку. Также оливковое масло. Нагрели хорошенько. И я тут подготовила только что чесночок. Сейчас мы его обжарим немножко и уберем. А время, тем не менее, уже 10 минут второго, друзья. Мне нужно успеть. Вот. Что хотела сказать. 13:30. Вторая смена, скоро заканчивается уже учеба, я рада, немножко ребенок отдохнет, потому что эти ОГЭ, это вообще жесть какая, если честно, прям, ну, сложно, честно. Вот, и начнет он работать, вот так вот детей смотреть. Хорошо, что вот так придумывают, то, что школу организовали для детей все-таки русскую. Так как здесь очень много русскоговорящих, русские садики частные, да? То есть они турецкие, но они как бы обучение идет уже в садике по-русски тоже, там даже вот азбука у нас висит, буквы русские они учат, песенки русские учат, и это очень приятно. И вот так вот обжарили немножко. Еще, получается, детский лагерь будет. Даже и с 6 лет наши детки уже могли бы ходить туда. Конечно, это все платно. Бесплатно никто не будет это делать. Только я вот, можно сказать, бесплатно.
снимаю видеоролики, но я когда уже начинала канал, я понимала, что как бы на русскоговорящей аудитории много не заработаешь, но канал я сделала для себя, для души, как я изначально говорила. Так, давайте выложим курочку. Поджариваем ее с двух сторон, друзья. По поводу канала, вот я как бы действительно для себя, для души создала этот канал, потому что хочется общения, хочется передавать всю информацию, которую я в себе узнаю, ношу в себе, хочется делиться. И такие физические, то есть контакты, когда ты с людьми напрямую общаешься, утомляют. И хочется как-то вот так вот удаленно общаться, но в любом случае хочется общаться с людьми, хочется делиться. Так что я, друзья, не зарабатываю почти на этом вообще ни копейки, потому что некоторые пишут, ну, редко, но пишут такие комментарии, что как будто бы не знают, что снимать. В Турции все типа что-то снимают, начали такую типа работу, чтобы подзаработать какие-то копейки. Вот честно, не обижаюсь, потому что люди, которые это пишут, то есть люди высказываются по мере своей испорченности. Люди думают, что деньги, на всем деньги. У них в голове деньги. Хорошо, когда деньги в кармане, но когда деньги переходят в голову, это уже реально проблема. Вот. И тут вот получается, что люди тоже делают деньги. Здесь вот очень многие там открывают частные садики, там всякие салоны. Но это с одной стороны, они, да, деньги делают, но с другой стороны, они приносят еще и пользу людям. Так ведь? Смотрите, друзья, переворачиваем. Так, это дело переворачиваем. Газ у меня сильный, на все, на полный стоит. Хорошенько обжариваем курочку. Я вообще ее никак не солила, не перчила. Вот сейчас вместе с вами посолю. Можете какую-то приправу добавить. У нас старший сын любит без всяких там приправ, чтобы не было острые. Поэтому, ну и дети также. Поэтому я готовлю по своим как бы потребностям. То есть как дети любят, так я делаю. Можно добавить всякие там приправки, как хотите. Я немножко еще полью лимончиком. У меня осталось уже минут 10 на готовку, чтобы ребенок успел еще покушать. И, друзья, вот так вот делают всякие детские лагеря. То есть польза здесь в чем? Во-первых, те, кто работает, могут детей отдать. Во-вторых, дети развиваются летом. В-третьих, также деньги, получается, могут заработать и старшеклассники, уже начать практиковаться. Там уж как деньги? Ну, может, 2-3 тысячи лир за неделю, где-то так. Вот. Ну, хотя бы это будет практика для начала, как заработать деньги. То есть у детей, подростков появится какой-то стимул. Ну, то есть как-то вот так вот. И когда люди начинают там думать, что в первую очередь это деньги, когда люди помешаны на деньгах, они не могут как бы извлечь из этого, как сказать, не могут принять это, не могут извлечь из этого пользу, отрицают все. Ну и вот как бы такие люди закрываются, и мне, честно, таких людей очень жалко. Вот, я не обижаюсь на таких людей, я просто понимаю, что деньги вот в голове. То есть реально люди по своей мере, по мере своей испорченности себя так ведут. Поэтому и вы не обижайтесь на таких, советую. Так, еще раз я переверну.
Еще раз переверну. Еще раз посолю вторую сторону. Делаем мы это все на сильном огне, чтобы хорошенько поджарить. Так, теперь я убираю курочку. Вот так вот убираем. И добавляем оливковое масло. Можно даже сливочное масло, растительное масло. Поджариваем лучок. Обязательно. Так, у меня тут лук. Времени нету по отдельности жарить. Добавлю морковку. Так, это все дело перемешаем. Тоже жарю на таком как бы хорошем огне. Можно, конечно, если вы не спешите, на таком более среднем огне уже жарить. Я рядом как бы помешиваю и не боюсь, что сгорит. Вот так вот быстренько обжаривается. Такой прям сразу запах вкусный вышел. Так, лучок, морковка немножко выделяет сок. Хорошо. То есть, значит, хорошо жарится. Вот. Но надо немножко хотя бы смягчить. Потому что, чтобы как бы кушать было приятно, надо немножко смягчить. Гречку, кстати, можно уже выключить. Она постоит в собственном пару. Вот так вот, как бы на скорую руку. И, друзья, добавляю пасту. Можно добавить любой соус, какой вам нравится. Можно аджику добавить. Я добавлю пасту, где-то пол столовой ложки. Немного, так что, ну, как сказать, такой кислый вкус не появился от пасты, чтобы она у нас тут все не испортила. Добавляю пасту, поджариваю также. И можно в это дело добавить бульон, если у вас есть, куриный, говяжий, либо же можно добавить простую воду, как я и сделаю. Чуть-чуть, буквально там 100 миллилитров, может быть, нет, даже меньше. 50 миллилитров у нас как бы мяса немного. Я думаю, что этого достаточно будет. Так, ну как-то вот так вот, когда паста немножко тоже прогрелась. Где у нас водичка? Остывает водичка. Это 50 миллилитров, друзья, наверное. Или больше можно, конечно, чуть-чуть. Никаких муки, ничего я такого не добавляю. Многие так делают. Мне и так нормально, ничего не надо лишнего. Так, еще чуть-чуть добавила. На глаз я всегда готовлю. Меня всегда муж спрашивает, а что ты так на глаз готовишь? Как ты можешь так на глаз готовить? А я привыкла с детства. Вот, и возвращаем сюда, значит, курочку. Вот так вот, чтобы это у нас готовилось. Можно немножко вот так повалять курочку, питать в соусе. Вот так вот. И закрыть крышкой
Тут у нас, видите, гречка уже такая прям хорошенькая. Сейчас покажу. Ой, когда спешишь, смотрите, видите, она какая? Она как бы и не сухая. Сейчас поставлю вас. Она не сухая, она и как бы не как каша. То есть прям идеальный вариант. Все, можно уже гречку положить ребенку, чтобы она остывала. Вот. Вот так вот. Думаю, достаточно будет. Вообще в обед кормят детей. В школе, конечно же, кормят. Но они обычно кушают, то есть после первого, то ли после второго урока, и в обед кушать ребенок хочет. То есть дома покушает, потом еще там покушает. В итоге у меня старший сын 4 раза кушает. Но пока, когда они вырастают, вот так вот, 15 лет, ему 16 уже исполняется в этом году, это такой самый-самый сильный рост, и они прям много кушают по секрету. Так что готовьтесь, особенно у кого мальчики. Так, ну что, вот так вот у меня получилось. Самое то, думаю. Выйду немножко, посижу на балконе. Я стараюсь без обеда, как я и говорю. Хочу почаще вот так вот делать интервальное голодание между завтраком и ужином. Это очень полезно. Но я обычно ем фрукты, либо овощи, орехи. Орехи, кстати, очень полезны. Орехи очень прям убирают вот это чувство голода, очень прям хорошо держат. Ну и я их, конечно же, сначала очищаю, как я вам и показывала в предыдущих роликах. А вот, то есть для ребенка я вот сейчас вот приготовила обед. И еще муж заказал сегодня салат греческий. Поэтому сегодня схожу в магазин, куплю фету, куплю там все, что, в общем, необходимо. Фета — это сыр, который именно ложат в греческий салат. Ну, здесь прям не называется он фета, а здесь он называется сюзме бияс пенир. Вот. Как-то так, друзья. Не путайте сюзме бияс пенир с просто бияс пенир. Бияс пенир, он соленый, такой, на брынзу похож. А сюзме бияс пенир — это вот как раз-таки как фета. Так, ну что, друзья, пошла я в магазин. Сейчас по пути как раз заберу детей еще с садика и будем готовить салат фет. Так, смотрите, как будто бы погода портится. Вот, смотрите, тучки. Хотя по прогнозу не обещали дождя. Ну вот, как-то так. Посмотрим. И, друзья, сходила я в шок. Сейчас иду в А101. Купила я сыра и перца стручкового, зеленого, свежего. И это все для салата. Сейчас сюда зайду, посмотрю. А мне нужны помидоры черри. Так, смотрите. Вот такой я перец купила уже. Ну, а мне нужны... Вот, наверное, вот такие красивые помидорки возьму для салатика. Стоит 29 лир. Вот такой вот, наверное. Да, и мне еще нужны маслины. Именно маслины, именно черные. Сейчас посмотрим, есть ли они тут. Вот, смотрите. Черные маслины. Вот так вот они выглядят, но мне нужны без косточек. Так. И есть ли тут вообще без косточек? Сейчас спрошу у продавцов.
Короче, друзья, сказали, что нету без косточек. И я сейчас возьму, наверное, вот эти вот. Наверное, есть без косточек в Мигросе, но туда мы сейчас не поедем с вами. Сейчас надо за детьми в садик. Пришла я за детьми в садик. Стою, жду. Все не могут попрощаться. Очень долго прощаются. Так, в итоге, что я купила? Я купила вот такие вот помидоры черри, сыр, фета, как я и говорила, там яглы, сүзме, пейнир. Еще я взяла вот такой вот чубук пейнир. Мне он очень нравится, он очень вкусный. Старший сын любит вот такие вот, такой сыр, такой взяла. В итоге и маслины черные взяла. Также я взяла перец и взяла вот халву. Вот эта фирма более-менее из всех вроде нормальная. Но по ингредиентам смотришь, здесь нет ешек. В других есть очень много всяких ешек. Вот даже здесь написано, что сахар из моркови. Вот. Так что эта фирма хорошая, как я понимаю. Сейчас будем делать салат, друзья. Для начала сделаем соус. Положим 3 столовые ложки оливкового масла и 2 столовые ложки лимонного сока. Добавим, друзья, чесночка. 1 зубчика, думаю, достаточно будет. Добавим черного перца. Хорошенько добавим соли и орегано. Все это смешиваем. Добавляем нарезанные кубики помидоры. Добавляем огурец, перец, лук. Можно красный использовать, можно белый. Сыр, фета, оливки и помидоры черри. Все это заливаем соусом. И готово. Так, ну что, мы садимся кушать, да? Да. Вот такой вот салатик у меня получился. Ну, а мы сейчас будем кушать, друзья. У нас ужин после садика, да? Да. Азаля обожает помидоры черри, да? Но вот прямо сесть, покушать с тарелки она не умеет. Вечно вот так вот на столе висит. Садись. А вот Алмаз молодец. Ровно сел, переоделся только что быстренько. Че, вкусная гречка? Алмаз говорит, настоящая гречка, мама, спасибо. Азаль, ты попробовала хоть гречку? Попробуй. Расскажешь, понравилось или нет тебе? Вкусно? Да. И, друзья, на этом все. В этот раз получилось огромное видео. Был комментарий, в общем, по поводу того, что видео, говорит, понравилось, но мало. Вот, пожалуйста, вам большое, огромное видео, друзья. Всем желаю счастья, здоровья, любви. Будьте счастливы, радуйте друг друга. Всем пока-пока.